Всем привет, меня зовут Алина Федорова, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я решила записать для вас видео на природе, на фоне вот этих вот зеленых лужаек, деревьев. Я очень надеюсь, что эта атмосфера классная, гармоничная передается вам через экран. Тем более сегодня будет видео на такую интересную тему. Недавно мы с мужем ездили в Нью-Йорк на новогодние праздники. Знаете, замечательный город, мне очень понравился. У меня есть влог на канале, если вы не смотрели, можете посмотреть. Но хотели бы мы там жить, чтобы переехать туда? Знаете, скорее нет, нежели да, потому что это такой город, он очень шумный, там очень много людей, и там такая энергетика сильная, то есть там такая бесконечная гонка, люди очень много работают. Это город достигаторов. И знаете, я бы, наверное, уже не поменяла бы свой размеренный образ жизни в Лос-Анджелесе, где много природных мест, где океан, где темп жизни все равно более такой спокойный, равномерный. Мой дом, который находится в стороне, скажем, от шумного мегаполиса людей и так далее. То есть я бы уже не смогла это променять, потому что я поняла ценность такого спокойного лайфстайла. Я беспокоюсь, что за этим быстрым образом жизни, за этим достигаторством, которое сейчас очень популярно, можно действительно, знаете, что-то пропустить важное. Самое главное, не забывать о том, что жизнь — это не какая-то компьютерная игра, где есть проигравшие, победившие, где есть соперничество, гонка, и нужно вот участвовать в этих крысиных бегах. Для того, чтобы не было такого, что вы в один момент проснетесь, поймете, что жизнь уже подходит к концу, а вы ее как будто не прочувствовали, как будто она вот так пробежала, и непонятно вообще, как будто это сон был, знаете, такой. Поэтому очень важно проживать эту жизнь осознанно, чувствовать вкус жизни. И именно этому учит такое движение, как Slow Life, которое пошло от Slow Food. И в сегодняшнем видео я вам расскажу подробнее об этих течениях и о их принципах. Движение Slow Food появилось в конце 80-х годов. Итальянец Карло Петрини выступил против постройки Макдональдса в центре Рима, и он организовал движение «Медленная еда», которое было против того, чтобы развивались фастфуды, и за сохранение культурных традиций. Тем более, как вы знаете, в Италии вообще такой есть культ еды, там люди много готовят, много домашней еды, и когда начали популяризироваться Макдональдс и фастфуд, это, конечно же, было все в противовес. Это вот такая еда быстрая, непонятно из чего сделана, потому что темп жизни у людей ускорился, и поэтому бизнесмены решили этим воспользоваться и, скажем, ввести такой маркетинг, что вот можно съесть что-то очень быстро, насытиться этим, но при этом, как мы понимаем, что да, быстро, но не полезно, и мы знаем, каким пагубным последствиям приводит к тому, что сейчас так развита культура быстрого питания, и что действительно сейчас существует такая проблема, как и ожирение во всем мире, и проблемы со здоровьем. Макдональдс в Риме все-таки построили, но движение Slow Food распространилось и стало международным движением, и оно существует в 160 странах мира. Slow Food популяризирует осознанный образ жизни, неспешный прием пищи и качественные продукты, историю происхождения которых мы можем отследить. Вообще, то, что мы едим, влияет не только на наше здоровье, на наше самочувствие, а еще и влияет в целом на мир, на экологию. Поэтому Slow Food можно рассматривать на двух уровнях, то есть на частном, как это влияет на нас, на наше здоровье, да, и в глобальном плане, то есть как это влияет в целом на экологию и на состояние нашей планеты, потому что, потребляя те или иные продукты, блюда, мы можем коллективно влиять на способы выращивания продуктов, на их перевозку, и таким образом мы глобально влияем на экономическую и на экологическую ситуацию в мире. Поэтому Slow Food поддерживает местного, локального производителя для того, чтобы сохранять традиции, культуру и, конечно же, чтобы мы не покупали там какие-то овощи, фрукты на пестицидах, непонятно как выращенные, непонятно как сделаны. То есть идеологию Slow Food можно охарактеризовать тремя словами: вкусно, чисто и честно. Помимо защиты окружающей среды, движение Slow Food также нацелено на то, чтобы сделать жизнь человека более осознанной, более качественной, для того, чтобы замедлиться, перестать участвовать в этой бесконечной гонке, для того, чтобы почувствовать вкус жизни. Поэтому, ребят, во-первых, откажитесь от перекусов на ходу, на бегу, там, от какого-то фастфуда, потому что все это очень вредит нашему здоровью. Во-вторых, старайтесь больше готовить дома. Безусловно, сейчас жизнь такая у людей, что приходится заказывать готовую еду, но, тем не менее, старайтесь иногда изучать какие-то интересные рецепты, интересно комбинировать ингредиенты, чтобы это было и вкусно, и в то же время не отнимало много времени. В любом случае, это будет куда полезнее. Также, ребят, следите за составом того, что вы едите. Проверяйте составы продукции, старайтесь,
чтобы это были органические продукты, чтобы там не было пестицидов и так далее. Изучайте, опять-таки, этикетку. У нас, например, в Америке есть органические продукты, неорганические. Органические не стоят дороже, но они действительно более качественные, потому что даже те же фрукты, овощи, например, органические, они будут иметь запах. На некоторых помидорах, там каких-то огурцах даже пишут, кто фермер, его имя, там указан адрес и так далее. То есть это можно все прогуглить, проверить, посмотреть. Ну, это уже лучше, нежели вы возьмете какую-то продукцию, о которой вы вообще ничего не знаете. Также очень круто иметь такую традицию, как за едой проводить время с родными, близкими людьми, потому что действительно часто у нас просто не хватает времени, и бывает так, что вот у людей разные графики. Например, у нас с моим мужем, у нас редко, когда получается позавтракать, пообедать вместе, потому что мы просыпаемся в разное время, каждый занимается своими делами, а вот ужин мы всегда стараемся проводить вместе. Мы готовим вместе, ужинаем дома, либо идем в какой-то хороший ресторан с качественной едой. Кстати, недавно мы с мужем отпраздновали 7-ю годовщину нашего брака, и я вот думала, возможно, ко Дню Святого Валентина записать видео об отношениях. Если вам интересна эта тема, напишите об этом в комментариях. Из движения Slow Food возникло движение Slow Life. Последователи его считают, что нужно проживать эту жизнь более размеренно, спокойно, в гармонии, проще относиться к каким-то проблемам, меньше суетиться, то есть наслаждаться каждым мигом. И это не означает, что нужно перестать быть продуктивным, перестать достигать своих каких-то целей, да, к чему-то стремиться и быть просто овощем-улиткой. Нет, ни в коем случае. Тут речь о том, чтобы все, что бы вы ни делали, получать удовольствие от самого процесса, а не только от результата, чтобы вы чувствовали, где ваше, где чужое, потому что сейчас такой мир, когда все люди друг на друга смотрят. С появлением соцсетей мы себя сравниваем с другими людьми, и часто мы какие-то навязанные, ложные модели проживания этой жизни как бы берем, проецируем на себя, и нам кажется, что это наше. На самом деле нам это вообще не нужно, и мы хотим жить совсем иначе, но из-за того, что мы смотрим на других, из-за того, что мы не слышим себя, постоянно куда-то бежим, мы можем пойти не своим, а просто каким-то чужим путем. И часто человек так бежит, знаете, бежит, что в какой-то момент, когда он остановится, он поймет: ой, а вообще куда я бегу? Мне вообще в другую сторону нужно бежать, а я там полжизни пробежал в другом направлении, не туда, куда нужно было. Поэтому суть в том, чтобы просто научиться слышать себя. Последователи этого движения дают нам такие советы. Во-первых, каждый день быть в тишине, хотя бы 15 минут. Сюда же входят и медитации. Все это нам нужно для того, чтобы мы просто научились слушать себя, для того, чтобы мы могли абстрагироваться от постороннего шума, от того, что нам говорят другие люди, что мы видим там в социальных сетях, в новостях, по радио. Слишком много фонового шума, и мы просто не понимаем, кто мы, куда мы идем, что мы хотим, и нам просто необходимо это время. Нам необходим цифровой детокс, то есть какое-то время там без гаджетов. Например, я рассказывала в одном из своих видео, что у меня есть такой утренний ритуал, что прежде чем заниматься какими-либо делами, с кем-то разговаривать, отвечать на какие-то сообщения, имейлы, мне нужно часик хотя бы, то есть я обычно целый час уделяю тому, чтобы просто пройтись, прогуляться в парк, зайти в кофейню, выпить кофе. То есть я такая настроилась, успокоила свой разум и вдохновленная могу уже заниматься делами. Без этого ритуала, если я тут же начну включаться в работу, мне, если честно, плохо. Чувствую себя какой-то издерганной, не знаю, как-то уровень стресса повышается. Совет номер 2. Перестаньте быть многозадачными, потому что часто, когда мы выполняем много действий, мы не можем сфокусироваться. Как мы можем насладиться чем-то, процессом каким-то, если мы одной рукой делаем одно, второй рукой другое, думаем вообще о третьем? То есть в итоге человек не может качественно делать какие-то действия и получать еще от них удовольствие, когда он многозадачен. Лучше сосредоточьтесь на чем-то одном, будьте в моменте, затем приступайте к другому. Также очень важно в современном мире выбирать не количество, а качество. Это касается абсолютно всего, потому что сейчас слишком много информации в интернете, она стала доступной, много источников этой информации. То есть вы слышите, опять-таки, новости, радио, разные мнения людей, скроллите ленту Инстаграма, и в этом потоке информации можно просто потеряться. Поэтому очень важно все это фильтровать
и всегда выбирать только достоверные источники, где вы будете черпать эту информацию, что вы будете в себя впитывать, потому что вы неосознанно часто впитываете в себя какие-то ненужные вам вещи. Вообще в этой жизни очень важен баланс, поэтому важно соблюдать его во всех сферах жизни, то есть здоровье, личная жизнь, карьера, саморазвитие. Как только вы слишком сконцентрированы на одной из них, а другие проседают, конечно же, это будет дисбаланс, дисгармония, и человек счастлив не будет. Какая бы у него крутая карьера ни была, если есть какие-то проблемы, например, со здоровьем, ты не будешь чувствовать себя в полной мере счастливым. Поэтому очень важно балансировать. Да, это не просто, но к этому нужно стремиться. Что такое счастье? Это степень удовлетворенности нашей жизнью. И как я говорила в одном из прошлых видео, для того, чтобы жизнь не была такой скоротечной, быстрой, да, мы помним, как в детстве время казалось таким резиновым, а сейчас как будто что-то изменилось. На самом-то деле, потому что в детстве мы находились в моменте, а сейчас, получается, мы стали слишком многозадачными. Мы делаем одно, но думаем вообще про другое, там, про третье, десятое, и все вот так и пролетает просто как одно мгновение. Поэтому для того, чтобы замедлиться, нужно просто быть в моменте и наслаждаться процессом. Ребят, на этом у меня все. Я надеюсь, что видео было для вас полезным. Если да, ставьте лайк. Также надеюсь, что у меня получилось вас вдохновить, что-то подкорректировать, изменить в вашей жизни, чтобы она стала еще ярче, еще круче. И знаете, ребят, возможно, это прозвучит парадоксально, но если вы научитесь замедляться, на самом-то деле вы станете, наоборот, более продуктивными. И как бы не то, чтобы вы станете больше работать, нет, вы просто будете получать больше результата от вашего труда. То есть суть ведь в жизни не в том, чтобы много работать, а в том, чтобы работать в удовольствие и получать классные результаты, которые вас будут вдохновлять на эту работу. Ну и, конечно же, находить баланс между работой и отдыхом.